Ну, я боюсь, что вот у меня есть ощущение человека, который может заблуждаться, но у меня есть ощущение, что человеческую историю на любом языке можно понять. Да, она понятна, там ничего объяснять не надо. Либо ты видишь и сочувствуешь, и участвуешь, либо ты сидишь и ешь попкорн. Мне кажется, наша история — это первый вариант, и это проверено уже на фокус-группах разноязыковых, и я рассчитываю и продолжаю говорить, что фильм направлен на людей, которые не разучились чувствовать, на людей, которые не разучились сопереживать. Я считаю, что это качество в себе сейчас особо важно сохранить. У вас идеи какие-то реализованы по поводу, ну точнее по поводу ваших надежд на прокат в Соединенных Штатах, в Европе? Знаете, я же не прокатчик. Я другая наемная рабочая сила, я фантазер, я отвечаю за актерско-режиссерский цех, наверное, за все художественные, нефинансовые составляющие этого фильма. То есть там подвижек, ну насколько вам опять-таки известно, там какие-то подвижки есть, могут быть? И даже не влезаю в эту область, чтобы не отвечать на подобные вопросы. Я с удовольствием с вами поделюсь в конце проката, когда заканчивается прокат. Я очень надеюсь на то, что наш фильм будет достаточно долго колесить не только по России, но и по всему миру. Я очень на это Ну, надеюсь. тем более с учетом, что эта картина, ее нельзя называть чисто российской, с учетом Ну, это актеров большая и вообще команда, всего. да, большая европейская команда. И это тоже, мне кажется, плюс. И это тоже придало особую честность и колорит всей этой истории. Мы не играли никаких придуманных людей из других государств. Они все были с нами в проекте. Насколько ваша картина близка к реальной этой истории исторической, которая произошла в лагере? Ну, вы знаете, так как, слава богу, нас с вами там не было, а воспоминания людей, которые там были, они, ну, скажем так, глубокие, честные, но во многом разнятся по датам и цифрам. Поэтому мы решили оттолкнуться от того, что в такой-то день такого-то года в таком-то месте было совершено восстание и массовый побег, бунт, исход людей из лагеря. Вот, наверное, вот этот исторический факт, который пытались скрыть и немецкие власти, командование, и советские командования, не удалось скрыть благодаря воспоминаниям этих узников. Дальше все это, скорее всего, наш художественный вымысел, наше размышление, надеюсь, честное, на тему того, как это могло произойти. Вопрос чуть более общий. За последние годы российский кинематограф снял очень много картин, посвященных Великой Отечественной и Второй мировой войне. Эта тема, по вашему мнению, насколько она еще богата для кино? Особенно для российского кинематографа эта тема больна. То есть богата может быть тема освоения Вселенной, космоса. Это богато. А больная тема, тема Второй мировой, Великой Отечественной, тема лагерей, в том числе ГУЛАГа, она еще больна. Поэтому будут сниматься фильмы. Что вы ответите людям, которые могут, как обычно, сейчас на фоне переписывания истории обвинить вас в попытке очередного просто пропагандистского хода? И, как обычно, очень много таких скептических голосов, особенно на Западе. Вы знаете, были такие уже подобные товарищи, господа и товарищи, которые попытались до просмотра фильма обвинить. После просмотра фильма все вопросы были сняты. Наверное, вот что я могу сказать. Можно ли считать, что, точнее, как вы сами считаете, насколько ваши художественные задумки реализовались в этой вашей дебютной картине? Я скажу очень просто. Все, что я понимаю в кино на сегодняшний день, все, что я могу выразить, почувствовать, додумать, все, мне кажется, я сделал. Я большего не могу на сегодняшний день. Вот и все. Извините, это уже гражданский вопрос. Было тяжело совмещать режиссуру и исполнение главной роли?
Ну, я так предполагаю, что так как у меня все-таки это был дебют в режиссуре, то мне было, наверное, еще тяжелее, чем тем, кто уже состоялся в качестве режиссера по совмещению. Константин Георгиевич, можно немного личный вопрос? Приближается дата, очередная годовщина Победы. У вас какая-то была личная история в семье, которая как-то в которую вы вспоминали в процессе работы над концертом? Нет, подобной личной истории у меня Нет, не я было. имею в виду И подобная, и военная тематика. Поэтому, наверное, мне в этом смысле я мог в своих размышлениях не сильно так быть привязан к чему-то. Наверное, это пошло на пользу. My father, of course, fought in World War II, was a World War II veteran. And my late husband was of Russian Jewish heritage. My late husband helped to spearhead airlifting many of the Soviet Jews to Israel and from other countries in Africa. And I believe so much in the importance of not allowing this kind of hatred, the stereotypes. Everything that I do is to counteract stereotypes. Whether it's stereotypes against someone for their religion, for their nationality, we cannot have a genuine dialogue or perception of each other if we are being influenced by the stereotypes that are so prevalent today. We must remember that forgetting the lessons of the past can lead to the reoccurrence of terrible tragedies. Therefore, our duty is not only to honor the memories of millions of victims, but also to protect the truth about the World War II and pass it on the young generation, including through cinema. I would like to express my gratitude to the director and the lead actor of the Sobibor, Mr. Konstantin Khabensky, for showcasing his movie in Washington, as well as to Ms. Susan Carmel, chairman of the American-Russian Cultural Cooperation Foundation, for her immeasurable support in organizing tonight's event. Thank you very much. Thank you very much. I'm Tom Yazdgerdi, Special Envoy for Holocaust Issues at the State Department. Not many people know that we have such an office at the State Department, so let me just describe kind of what we do. So our main task is to help Holocaust survivors and their families recover their property or receive fair compensation. And in so doing, we hope these survivors can be treated with the dignity that has been too long denied them and be recognized for suffering through one of the darkest chapters in human history. We're also interested in Holocaust education, remembrance, and commemoration, and want to make certain that the young generation, which Ambassador Antonov spoke of, in particular knows the facts and understands the meaning of the Holocaust. Tonight we honor the bravery of those who took part in the escape from the horrors of Sobibor. By doing so, we also honor the memory of the Holocaust itself. This is of crucial importance because the Holocaust is not just a tragedy that is significant for Jews and for Israel. It is transcendent and enduring meaning for all of humanity and for each succeeding generation. Every year around this time, the United States pays tribute to the courageous Jews of the Warsaw Ghetto, who, like their Sobibor brothers and sisters, rose up despite overwhelming odds against their German Nazi oppressors. This year marks the 75th anniversary of the Ghetto Uprising and the escape from Sobibor, both of them singular acts of courage and inspiration. President Trump stated the following in his proclamation to commemorate the Day of Remembrance, or Yom HaShoah as it's known in Hebrew. He said, "Their bravery inspires us to embrace all that is good about hope and resilience. Their altruism reminds us of the importance of maintaining peace and unity and of our civic duty never to remain silent or indifferent in the face of evil." These same words can be applied to the brave Jewish men and women of Sobibor, whose actions have inspired the film we will see tonight. Thank you very much. To continue inviting us to come together
Prime Minister Netanyahu, when he was in Moscow at the beginning of this year, he told President Putin that not only that Israel and the Jewish people will never forget the sacrifice of the Russian people, the Red Army, and the entire Soviet effort in the war against the Nazis, but also we will always cherish in our memory the fact that we as Jews were given a chance by the Red Army to also fight Nazi Germany that exterminated 6 million of our people systematically and cruelly. So for us, this movie is part of the legacy that we want to cherish and create for generations to come. And it's also, by remembering this sacrifice, we also draw the lessons of history for the future. Never settle and never appease belligerent forces that will put you in danger in the future. Because the fact that we had to face, in Russia, and Soviet Russia, had to face Nazi machinery is the same reason that Europe and the United States had to face Nazi machinery. It's that we didn't stood up for them while we could. This is a very important lesson, especially for us, Israelis, when we face the threats in our region. Of intolerance, it is the strength of the bonds that culture and history have built between the Russian and American people that will help us overcome these political, hopefully temporary political problems we have. We as Americans and Russians and people of goodwill who want to see America and Russia get along better together need sometimes to step up and fill the gap that our political leaders sometimes leave for us while they get their acts together. So I'm very happy to be able to be a part of that tonight, and again salute both the embassy and the foundation for its work. But most of all, I want to say thank you to Konstantin Khabensky, to the production team that put this remarkable film together. This film is aimed at the viewer who knows how to feel, который умеет сопереживать, who can feel along with the characters, который не боится проявления своих эмоций. who is not afraid to show his emotions. И это очень важно, потому что подобные качества в себе, особенно с учетом последнего времени, нужно сохранять. And given the events of the recent past, these are qualities that are very important to keep. Я не думаю, что после... Он на меня также производит впечатление, как и на многих. Я не думаю, что после этого фильма должна состояться какая-то острый диалог или какие-то серьезные вопросы, которые касались бы меня. This is not the kind of film after which it would be appropriate to have a very sharp dialogue. И вопросы должны быть, как мне кажется, адресованы самому себе. Каждый сам себе должен задать вопросы, как это, почему это, и как возможно, чтобы такое происходило. And I think one of the most important things to do now is to ask yourselves the question about how something like this was possible. Вот, собственно, и весь спич, который я хотел произнести. And this is pretty much the whole speech that I wanted to give after the film. Но если вас интересуют какие-то вопросы информационные, технические и так далее и тому подобное, то я весь внимание. Но, судя по глазам, я смотрел и на экран, и вокруг, что происходило рядом. Судя по глазам, мне кажется, что то дело, которое сделано и мной, и всей великолепной командой создателей этого фильма, оно было не зря.
While I was watching the film, I was also watching the reaction through the eyes of the viewers, and I got the impression that the wonderful team that worked on this film has produced the effect that we intended to produce. И также спасибо отдельное за то, что вы досмотрели-дослушали последнюю сцену этого фильма, а именно музыка финальных титров. Она тоже является сценой. And thank you especially for watching the very last scene of the film with the music, which in itself is a statement